Это может стать поворотным моментом для всех. Мирный план, на котором настаивают США, меняется быстрее, чем успевают реагировать его участники. И если вы думаете, что переговоры уже вошли в привычный ритм дипломатических ритуалов, вы ошибаетесь. Внутри процесса назревает то, что может перевернуть дипломатическую игру вокруг украинского кризиса. Переговоры продолжаются, хотя еще несколько дней назад казалось, что Вашингтон либо дожмет Киев, либо захлопнет дипломатическую дверь. Но все пошло не по сценарию. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Изначальный план Белого дома состоял из 28 пунктов. Громоздких, амбициозных, рассчитанных на широкий жест со всех сторон. Теперь же документ перекраивают на ходу. Пункты выпадают один за другим, логика проекта становится более узкой и прагматичной, а сами переговоры напоминают затянувшиеся политические качели. Администрация Дональда Трампа уже год пытается найти баланс, одновременно оказывая давление то на Москву, то на Киев. Американская дипломатия любит громкие заявления, но реальная динамика куда тише. С одной стороны, желание Белого дома продемонстрировать способность остановить конфликт, с другой – нежелание брать на себя ответственность за неудачу и разочаровать собственных союзников. И вот сейчас мяч снова оказывается на стороне Киева. Трамп начал эту неделю резво. Говорил о том, что украинская армия может не выдержать предстоящего зимнего давления, что страна нуждается в переговорах и их подписанию уже к 27 ноября, ко Дню Благодарения. В Вашингтоне действительно рассчитывали подвести хотя бы промежуточный итог дипломатических усилий к этой дате. Однако спустя всего несколько дней риторика изменилась, сроки размылись, а тон Белого дома стал заметно мягче. На фоне дискуссий о бюджете и военной помощи Киеву давление на команду Зеленского оказалось куда слабее, чем ожидалось. Тем не менее, процесс не рухнул. Наоборот, консультации сторон продолжаются, пусть и менее агрессивно. И, судя по происходящему, переговоры могут получить новый импульс. Не за счет новых идей, а благодаря перераспределению ролей внутри американской делегации. 23 ноября в Женеве прошла встреча представителей США и Украины. Формально очередной раунд обсуждений. Фактически серьезный момент истины. Условия мирного плана изменились существеннее, чем ожидалось. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от целого ряда пунктов, которые хотели видеть в Вашингтоне и в Москве. Ограничение численности армии, демилитаризация отдельных зон, выход из Донбасса, внеблоковый статус, а также ряд скрытых, но весьма чувствительных уступок. Для Киева такие требования были фактически равносильны политической капитуляции. Зеленский понимал, что подписывать подобный документ было бы невозможно ни перед обществом, ни перед армией, ни перед европейскими партнерами. И он сделал ставку на то, что США не рискнут окончательно столкнуть Украину к стене. Пока эта ставка себя оправдывает. Разумеется, такая позиция Киева никак не устраивает Москву. Многие ожидали, что американцы приедут в Женеву давить на украинскую делегацию, чтобы зафиксировать хотя бы частичный прогресс, который можно было бы затем обсуждать в Москве. Однако все пошло иначе. С приездом сенатора Марко Рубио произошло два неожиданных изменения. Во-первых, переговоры стали значительно более гибкими. Рубио известен своей способностью слушать и искать компромисс. Во-вторых, темп резко упал. Сенатор настоял на более спокойном ритме, чтобы проработать каждый пункт, а не продавливать решения под дедлайны. И вот результат. Мирный план завис в почти статическом состоянии. Вроде бы тишина, нет громких заявлений, нет точных деталей, нет угроз сорвать процесс. Но одновременно никакого явного продвижения вперед. Каждая сторона ведет свою игру, осторожно, выверенно, стараясь не дать соперникам даже намека на слабость. Следующая неделя станет критической. Представители США направляются в Москву на консультации с Путиным. Там американской делегации придется объяснять, почему Киев отказался от ключевых пунктов и что Вашингтон намерен делать дальше. Одни источники утверждают, что поездка носит скорее разведывательный характер. Понять, какую реакцию вызовут последние изменения. Другие уверяют, что у США все еще есть пакет предложений, который они надеются согласовать с Кремлем в обмен на гарантию какого-либо формата прекращения огня. Тем временем Зеленский работает на другом фронте.
европейском. После Женевской встречи Киев активизировал контакты со странами ЕС. Задача украинского президента ясна – заручиться твердой поддержкой союзников и убедить их, что прежние жесткие требования США не должны вернуться в текст мирного плана. В некоторых европейских столицах уже звучат осторожные сигналы о готовности выступить посредниками, вовсе не для того, чтобы ускорить процесс, а скорее, чтобы не позволить Вашингтону диктовать Киеву слишком неприятные условия. Именно поэтому сейчас над переговорами нависла двойная интрига. Первое. Сможет ли Вашингтон удержать контроль над собственным мирным планом, который уже начал жить самостоятельной жизнью? Вторая. Попытаются ли европейские партнеры не просто повлиять на документ, но и сорвать его, если сочтут, что он угрожает их интересам? Когда политический процесс становится настолько многоуровневым и непредсказуемым, обычно рождаются судьбоносные решения или судьбоносные провалы. И судя по тому, как стремительно меняется атмосфера вокруг переговоров, ближайшее время может принести нечто гораздо более масштабное, чем очередная корректировка пунктов. Это может быть новая архитектура украинского конфликта. Одно ясно – игра стала куда серьезнее, чем кажется со стороны, и те, кто участвует в ней, уже не смогут выйти без последствий. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!